Опа-на. Братан, здесь фотка. Свечечка. Привет, друзья! Больше 3 месяцев мы добивались аудиенции с хозяином самого мистического места на Украине. Казалось бы, что может быть страшного и странного в обычном домике в деревне? Но на эту дачу не заходят не только хозяева, а даже соседи стараются обходить его стороной. И вот наконец-то мы добились того, что нам разрешили провести ночь в этом страшном доме. Итак, друзья, вы на канале Иной Взгляд, и мы начинаем. Ну что, друзья, всем привет! Наконец-то мы доехали к этому жуткому дому. Добирались сюда просто ужасно, 6 часов езды. Уставшие, приехали уже поздно. Село, конечно, полузаброшенное, реально. А теперь немножко о истории, что происходило в этом доме и почему мы так долго пытались достучаться до хозяина, чтобы сюда попасть и узнать геолокацию этого дома. Семья, которая здесь жила, она была очень большая, и с ними происходили весьма мистические события. Они начали умирать один за одним. Последний, кто остался в живых, это был отец и сын. Местные почтальоны заметили, что он долгое время не приходил за своей пенсией. И когда они зашли в дом, они увидели его тело, которое было уже обглодано крысами. И когда они зашли в другую комнату, они увидели ноги из-под кровати. И там лежал сын, которого тоже доедали крысы. После этих событий в этом доме происходят весьма странные вещи. И местные жители обходят его стороной. Ну что, будем смотреть? Посмотрим. Вперед. Так, ну что, заходим. Ох, бля. Слушай, здесь, конечно, пройти сюда весьма тяжело. Офигеть. Серега, здесь все нахрен заброшено уже. Слушай, я что-то думаю, что это произошло все больше, чем 30 лет назад. Ребят, рядом с этим домом нет ни одного дома, который бы был жилой. Через дорогу и то метрах в 100, наверное, отсюда. Это, наверное, какой-то заваленный сарай. Судя по всему. Большой двор, да. Ух ты! Ух. Очень крутая архитектурка. Братан, там какой-то... Там стоит сундук. Прикинь? Посмотри. Ого, какой. Слушай, ну давай попробуем сюда спуститься. Правда, конечно, спуск отвратительный. Можно крепко упасть. Я думаю, скользко. И не посыпалось на голову, потому что здесь прям вот... О! Ух ты! Аккуратно, потому что я чуть не рухнул. Ух ты! Слушай, знаешь, напоминает юрту. Да. Посмотри, реально напоминает юрту. Круто. Но это еще дореволюционный подвал, чтобы ты понимал. Круть. Слушай, а что это за сундук? Опа-на. Братан, здесь фотка. Свечечка. Свечечка. Симпатично. Какая-то женщина.
знаешь, только что странность? Какого хрена в сундуке... А, посмотри, сундук, Да, он кстати, дырявый, да. дырявый. Ну просто стоит фотка и свечка. Причем свечка еще такая. Свечка, да, какая-то. Блин, ух ты, что тут написано? Что? Светопись, красная светопись. Город Херсон. Артель. Артель. Какой-то год непонятно. Ну, видимо, не очень. О, да. Не знаю, больше ничего нет. Единственное, непонятно, почему люди обходят это место стороной. Слушай, ну посмотри, все равно какой-то потолок. Как они эту кладку делали? Или это он провалился так? Да не, ну там так и был. Че, правда? Думаешь? Ну да. Все попрогнивало уже. Слушай, ну а что здесь можно хранить? Какая-то круглая хрень. Ну, что здесь? Что? Мне показалось, наверное. Показалось, как будто снаружи кто-то прошел. Нет. Да. Не знаю, может глюки какие-то. Ты слышал? Реально? Пойдем. Реально кто-то ходит, да. А ну. Как будто что-то рухнуло, да. А где? Хрен его знает. Ну ты слышал, да, как будто это какой-то... Слушай, ну судя по тому, как выпала стена, это неудивительно. Ну да. Пойдем в сарай посмотрим. Какой? Ну вот это. Ну пойдем. А потом пойдем. Стой. Хрен его. Я обойдусь с другой стороны. Ну давай, ты с этой стороны, а я с этой. Ребят, реально было какое-то ощущение, как будто кто-то прошел наверху, когда мы находились в этом погребе. О, Тоже сундук. Серега, где? А вот, Ух ты, давай его открывать. давай. Слушай, столько сундуков, вот это, знаешь, классическая деревня. А там нет ни хрена. Вон, смотри, там какие-то фотки. Заползай сюда. Вот это. Блин, я старый стал для таких дел. О! Ну, это печка была. Разобранная. Угу. Куры. Кто? Кто? Перья. А, перья. О, как они тут стояли, вот с моим ростом. Я как в старом Не, карусе. Братан, он просто просел. Да не знаю. Он просто просел. Тоже какой-то сундучок. Смотри, сколько это. Причем такие добротные. Дубовый. Ну, тоже закрытый. Точнее, пустой. Фух. Слушай, ну да, конечно. Тихо, тихо. Не такой. Опять кто-то ходит. Опять кто-то ходит. Что-то рухнуло, братан. И кто-то ходит. Ну, в натуре Пойдем. кто-то ходит. Да ну блин, что за фигня? Никого ж не было, тут в селе, сука, 2,5 человека. Та отож. Ну ты слышал, шаги какие-то побыли? Да, шаги, причем такие, прям Как человеческие. явные. Так, ну, тихо-тихо. Капает. Мы еще попали во время, когда все тает и капает. Да. Ну, сейчас с этой стороны пройду. Да, тут все завалено. Ребят, весьма
такая заваленная, заброшенная. Я не понимаю, что здесь можно бояться, конечно. Единственное, что непонятно, как будто кто-то ходит. Огромный двор. И двор просто нереально большой. Ну что, зайдем в дом, Давай. посмотрим, что там. Смотри, конечно, все, Крыша вообще. все в аварийнейшем состоянии. Слушай, ну 30 лет, мне кажется, точно. Тут вообще стена упавшая. Опа, опа, Серега. Что там? Шатается эта хрень. Каким это образом? Ого. Блин, тут как будто... тут крыша течет. Блин, пол под нами скрипит. Слышишь? Ну вот, смотри, она, по факту, она останавливается. Посмотри, как она трусится. Офигеть. Обалдеть. Слушай, чувак, а смотри, куча стекол от нее. Скорее всего, она разбилась уже давно. А это что? А почему она шатается? Понятно. Не забудь, перед работой краном выключи. Да это какие-то... Охренеть. Смотри, ну она тупо останавливается. Не может быть того, чтобы она шаталась от ветра. По факту. Хрена. И на ней же нет ни хрена. Старая какая-то люстра. Тихо. Ну, мать. Пол проваливается, братан. Я тупо проваливаюсь под пол. Ух, твою мать. Ух, твою мать. Растрёмная херня. Ух. Смотри, эта штука. Как это упала хрень? Не знаю. Ну, пойдем дальше. Слушай, мне кажется, она упала от того, что мы... Смотри, я провалился под пол. Ну да. Тут просто полы прогнили нахрен. Ну пойдем дальше. Слушай, ну а вот это, что с этой хренью? Как это? Как это вообще? Но падение, когда мы были в сарае, такое впечатление, что внутри что-то грохнуло. Твою мать. Ну ладно, поперли. А тут что в этой комнате? А, это та, что с выпавшей стеной. Слушай, здесь на голову ничего не свалится. Да, я уже переживаю, что может и свалиться. Но пол проваливается вообще нереально. Он просто прогнил. Пол тупо просто прогнил. Что? Глянь, чердак. Чердак. Ага. А что там на чердаке? Слушай, лестницы нет. Тут пусто. Ну, трещина. Лестницы нет, но, честно говоря, вот на этот чердак я точно не полезу, потому что я по-любому провалюсь вниз. Давай сюда. А ты в ту комнату заглянул? А там ничего. Да, тут пустая. Блин, теперь ходить страшно. Полы Нет, тут скрипят вроде- просто. тут вроде был ничего. Ух ты, а что это крахом? Кровать. Кстати, слушай, там же ж, по легенде говоря, рассказывали, что Под кроватью был был труп, да. Может это та самая кровать, а тут что? Здесь шкаф. Шкаф. Глянь, сколько паутины. Капец, ребят, посмотрите на количество паутины. Это ткань. Разных цветов. Какой-то брезент. Интересно, что это. Сапоги стоят. Ткань. Не, ну здесь еще полы более-менее твердые в этой комнате. Слушай, ну проводка, конечно, была просто чисто стырена. Кто-то ее стырил.
Всякой хрени полно, конечно. Старючий. Диван. Тупо упал диван. Пыль пошла. Фу. Пыль Пойдем пошла. быстрее. Вообще дышать невозможно. Ребят, просто невозможно дышать. Ой. Твою мать. Идем в последнюю комнату, ну нахер, задохнуться. Ого, какая тетя. А как упала кровать, я не понял. Фу, не знаю, там вообще не. Она стоит, все на соплях держится. Я не пойму, кто ее вообще задрал нахрен. Дышать невозможно. Ух ты. Карта. Ну, такие старые какие-то. Интересная мадам. Такая фотка. Полы все скрипят. А что здесь? Глянь, куча рамок. Не могу вдохнуть. Здесь аж пыль стоит. Какие-то рамки. Ничего, шляпа какая. Кресло. Кресло. Фу. Слушай, братан, я не могу все равно понять, что здесь вообще происходит. Стрёмный дом, блин, он еще и такой вообще совсем страшный, может рух. Сука, я дышать аж не могу после этой хрени, которая... Блин. Просто простят подписчики, действительно, дышать невозможно. Бля, реально дышать. Такой стрёмный, конечно. Дышать невозможно. Слушай, ну, он небольшой, правда. Но какие-то аномалии здесь реально... Машина проехала. Тупо проехала машина. Чух. Шо? Что происходит в той комнате, братан? Блять, как происходит в той комнате? Тихо-тихо. Блять, что происходит? Это в той комнате, где мы были со шкафом. Твою мать. А как она упала? Я не знаю. Как-то. Что там какая-то фотка. Да, объясню. Блять, фотка тупо. Тупо фотка в этом самом. Блять, а что происходит? Что происходит в той комнате? Я не могу понять. Все меньше это нравится. Фу, бля, у меня мурашки по коже. А ну подожди. У меня, я взял с собой, блин, я не могу дышать, прибор. Посмотри. Что-то. Какая-то активность. Ну блин, ну не мудрено. Хорошо, давай его, На самом деле, тут давай явно- его положим. Тут явно что-то. Что-то тут явно не так. Вот реально. Бля, а как он включился у меня в кармане? Я его не включил. Может, я нажал, конечно. Но посмотри, он тупо зашкаливает.
Ну, не Ну, зашкаливает. не зашкаливает. но при 36 этом это, ну, здесь нет электричества. Вообще нигде. Даже провода повынимали. Даже если мы отходим сюда, посмотри, постоянно меняются показания. Давай. А ну. 36, 35. Где шапка? Шапка. Сейчас я ее подниму. Вот она. 6, 35. 36, смотри, а нижний показатель. Да не, на уровне. Но он во всей... Во всем доме, походу, фигня какая-то. Блин, полы прогибаются. Ну, что-то явно не так. 36. 98? Да нет, 36, все время 36. Да ладно. Прячь, я вот больше не пойму, как выходить. Ну что, пойдем туда? Не пойдем. Опять. Просто какой-то Простите. Да откуда? Оттуда? Оттуда. Я не пойму, что это. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Твою мать. Долбанулся. Охренеть. Ай. Я головой ударил. Вот такого, блядь. Ах, твою мать. Ух. Ох. Оно до сих пор там шатается. Ух, твою мать. Фух. Вот это да. Фух, такого еще не было. Слушай, твою мать, активность. Очень сильная. Фу, блядь. Это, конечно, полный трэш. Тишина. А ты куда? Пойду загляну хоть чуть-чуть. Бля, братан, там тупо кто-то стоит, причем у него светятся глаза, блядь. Фу, это... Я не вижу. Твою мать, да. Твою мать, да. За окном. Тупо за окном. Все. Фу. Ребята, это полный трэш. Я реально так не боялся никогда. Сейчас назад будем возвращаться, когда возьмем пистолет, братан. Я твою мать. Застрял. Вот. Отсюда видно или нет? Это же эти окна. Вон он. Слушай, есть он. Я предлагаю, давай вот под утро, я не знаю, вернемся. Фу, твою мать. Страшно как, а. Пойдем, давай реально сейчас хотя бы погреемся и вернемся попозже. Да, погнали. Потому что это... Ребят, мы сейчас пойдем в домик, который нам тут флигель выделили для ночевки, хозяин. Погреемся, наверное, немного. Чуть успокоимся и вернемся назад. Погнали. Ну и так, ребят. Ну вот подошли к своему дому. Чтобы вы понимали,
и вам было более-менее понятно, здесь жилых домов один, все остальное дача. Вот в одном окно светится. И вот наш дом, в котором, флигель которого нам выделили. Мы сейчас решили зайти немного успокоиться, потому что, ну, реально стрёмно. И, наверное, в любом случае, Серег, на такие заброшки, вот все, и нам даже писали подписчики, что надо брать какое-то средство самообороны. В этот раз будем брать пистолет. Ну, он у тебя с собой сейчас? Да, в машине. Я просто не понимаю, как можно вообще жить даже вблизи такого дома. Артур! Артур! Просыпайся. Что за... Эй! Эй!